Значит, хотел тоже давно поднять эту тему. Она, с одной стороны, не связана, конечно, с конвоем свободы как таковым, но очень даже, в принципе, связана с диктатурой и с тем, к чему нас ведет товарищ Труда. Назову его на данный момент товарищем, потому что самое подходящее обращение. Значит, поговорим о детских садиках. С одной стороны, казалось бы, какая связь, но вот объясню сейчас связь. Значит, полгода назад летом Труда сказал, что я буду делать садик, теперь $10 в день будет стоить. Просто чтобы вы поняли сравнение, как бы на сегодняшний день, в зависимости от местоположения, как бы садик, все садики частные в Канаде могут стоить от 40 до $50. Иногда, может быть, даже больше, если в такие города, как Торонто, например, там и зарплата чуть повыше, и жизнь чуть подороже. Вот, ну, $40-50 в день приблизительно. А он сказал, будет стоить 10. И понятно же, даже я вот как бы вроде считаю себя не очень глупым человеком, но я обрадовался, думаю, о, все, лафа, сэкономим кучу денег. Жене сказал, смотри, вот приняли, с января месяца опускают на 25%, к концу года 50%, а потом уже и 75% скидка будет. Вот. Это была моя первая мысль, как бы, ну а кто не обрадуется. Потом посмотрел, что-то не понял, почему садики не очень довольны. Думал, ну что, какая вам разница, от кого деньги получаете? От государства, от меня. Вы-то свое получите. Но вот оказалось, что не все так просто. Начал проверять. Значит, во-первых, деньги откуда-то надо брать. На деревьях они не растут, хотя растут в печатной машинке Труда, который печатает их направо-налево, но все равно даже он как бы должен давать отчет, сколько он печатает. Хотя он не любит вообще никому давать отчет ни в чем. Но в какой-то момент надо будет объяснять. Вот. И я думал, ну хорошо, где-то же он должен взять деньги. Теперь потом чуть-чуть подумал своей не суперэкономической головой, но понял, что деньги пойдут с налогов, значит всем поднимут налоги. А так как они не могут поднять налоги только тем, у кого есть дети, которые в садике, они поднимут налоги всем. И поэтому получится, что все будут платить за детские садики. Даже старички, те, у которых дети уже давно выросли, те, у которых дети недавно выросли, те, у которых вообще нет детей и не хотят иметь детей, каждому свое, платить будут все за это. Ну, я сказал, окей. Ну, как-то еще можно понять, в принципе, это как система как система соцстрахования и так далее, типа делишь на большую массу, чтобы было легче тем, которые на данный момент посылают детей в садик. Вот. Потом я пришел к той мысли, почему же садики не очень довольны этим. Оказалось, что не все так просто. И теперь вот это вот идет прямая связь к тому, что товарищ Труда нас ведет к коммунизму-диктатуре. Значит, оказывается, это не будет так, что садик будет получать деньги от государства за каждого ребенка. А они, оказывается, создали, по-моему, уже создали, вот только увеличивают, национальную систему садиков, которая будет подчиняться правительству, государственная служба, и она, в принципе, будет ответственная за все садики в Канаде. Теперь она не просто будет ответственная, чтобы следить, что там все по стандарту и так далее, потому что для этого есть соответствующие инстанции, которые проверяют садики и проверяют, что там все нормально. Получается, как бы, если вы владелец садиком, у вас есть только два выхода. Один выход — это продолжать брать с людей по $1000, хотя кто к вам тогда пойдет. А второй выход — типа переписать садик на государство. Что это означает? Вы должны войти в национальную систему садиков. Национальная система будет заниматься тренировкой ваших учителей, ваших воспитателей в садике. Национальная система будет заниматься набором, национальная система будет заниматься программой обучения, национальная система будет заниматься всем. Как таковой вы больше не владелец садика. Вы, если хотите, можете там продолжать работать как директор, но диктовать вам все будет, как, что и как все это будет происходить, будет сверху. Вот. Вот это называется национализация, в принципе. Вот, когда он берет частные предприятия и переводит их под себя. Ну, теперь уже намного все проще становится и все яснее.
идет полная национализация садиков, подстраиваешь их под себя, и тогда можешь решать, что говорить детям, как говорить детям и когда говорить детям. Теперь вы же понимаете, что национализация всегда хуже, потому что она всегда менее эффективна. Как бы если садики частные, то они борются, у них конкуренция, они стараются быть лучше, они стараются быть качественнее, даже если та же самая оплата и так далее. А когда это национальное, это в принципе вот как у нас школы и медицина. Вот медицина в Канаде просто ужасная, об этом говорят все, и это знают все. И я сделаю ролик, в котором объясню, почему это не изменится даже. Вот как бы они все обещают это изменить, но это никогда не изменится. Но дело сейчас о садиках, а не о медицине. И что дальше получается? Что все, что государственное, в принципе, в плане эффективности себестоимости, оно невыгодно. Как бы. Всегда все, что государственное, стоит дороже, потому что рабочий будет считаться государственный рабочий, значит, у них будет больше добавок, больше всяких дополнительных примочек, там типа медстраховка получше и побольше, больше выходных, больше праздников и так далее. Оплачиваемых праздников, за которые мы все будем платить. Если, например, на сегодняшний день садик у нас не работает 6 дней в году и получают воспитатели за это деньги, если они перейдут под федеральное начало, то у них будет 15 дней в году, которые оплачиваются. Вот. А что будут делать родители в эти 15 дней, у которых не у всех родители работают на государственных предприятиях, значит, не у всех есть 15 дней отпуска. Вот что будут они делать, это уже никого не волнует. Вот. Это уже ваши проблемы, как вы нанимаете частных сиделок и так далее. Вот, поэтому как бы и зарплаты, конечно же, чуть повыше будут для воспитателей, но поэтому получается, что в плане стоимости это выходит намного дороже, чем если оставить садики частными и просто давать им деньги. Вот за каждого ребенка давать им 75% от стоимости. Например, $1000 стоит, 250 с родителей, 750 садику дает государство. Это намного выгоднее, намного эффективнее в плане денег. И опять же делаешь то же самое хорошее дело для людей, которые будут платить всего $250 в месяц. Но не для этого Труда это затеял. Он, как бы не очень думает про людей, ему вообще по барабану на людей. Он тянет свою политику, которая идет абсолютно быстро и резко к диктатуре. Вот. И я не люблю заниматься конспирациями, как бы, но даже вот в то, что 3 недели он молчал, пока не дошло уже до того, что жители Оттавы завопили, типа от горя, вот, это тоже, может быть, было сделано специально, чтобы ввести чрезвычайное положение. Вот, потому что если полицейские могли давно сделать почти что все то, что сделали сейчас. Никто с ними не дрался. Они убирали протестантов без драк. Ну, они избивали, как бы, но им никто не сопротивлялся. Вот. Значит, опять же, вернемся к садикам. Труды ведет все к национализации, несмотря на то, что это будет стоить намного больше денег государству. Но так как это не из его кармана, а из наших карманов, ему вообще по барабану. Вот. И особенно человек, который отдал террористу, убившему американских солдат, дал ему $10 миллионов, как, как извините, типа, за то, что вас там в Америке в тюрьму посадили. Вот такого плана, как бы. Вот, и я считаю, я не знаю, как бы, конечно, на каком уровне начинается промывка мозгов, но я помню себя Советского Союза. Я до 12 лет был в советской системе, в садике, школа, пока Советский Союз не распался. И 12 до 13, по-моему, даже. Я доучился до 8 класса. Я перепрыгнул год, когда все перепрыгивали, и вот я закончил 8 класс там. Но, по-моему, Советский Союз распался чуть-чуть, там полгода раньше. Но дело не в этом. Я помню, как я слепо верил во все, что мне говорили. Коммунизм. Я читал все эти книжки, всю литературу, нам рассказывали на уроках, уроки истории были все дела. И я вот думаю, что может и тут он собирается так сделать. Как бы начинать промывку мозгов
из самого начала, потому что дети у нас, ну, в 3-4 года уже можно им вместо сказок про феи рассказывать о том, как товарищ Труда работал, не покладая сил, день и ночь на благо народа Канады, и как бы ставить фотографии Труда в детских садиках, чтобы дети знали, кто у них Бог, и так далее. Вот. Не знаю, насколько сильно это связано именно с промывкой мозгов, но, опять же, все может быть, смотря в каком возрасте начинать. И, опять же, Труда очень сильно косится на Китай, как там все это происходит, и очень ему это нравится, как бы, вот. И я считаю, что, как бы, его решение вот это с садиками, оно начало конца, потому что в ту секунду, что ты начинаешь национализировать системы, это, во-первых, опять же, в плане качества, мы все знаем, что госработники, ну, есть очень хорошие люди, и действительно для них как бы очень важна их профессиональная этика и так далее. Но есть также многие люди, любая государственная система, она перенаполнена, она раздута. В любой государственной системе, как мы знаем, есть люди, которые ничем не занимаются, ничего не делают и ничего не производят, но зато делают бабки. И этих всех людей надо содержать. Та же национальная система садиков, которую создали, это будет государственный орган, в котором будут работать бюрократики, которые будут в каждой провинции иметь представительство, которые будут сидеть и общаться через компьютер часами, делать совещания и так далее, за которые мы все будем платить. Вот. Так что я не вижу иначе причину, как бы я не верю, что Труда сделал бы что-то для людей. И значит, есть какой-то у него скрытый умысел в этом, потому что все показывает только на это. И я думаю, что да, может быть, он и начнет промывку мозгов с маленьких возрастов, когда будет уже структура такая, как была вот у нас в Советском Союзе, я помню, было все очень строгенько. На сегодняшний день в садиках, в детских, в Канаде, например, все очень лояльно, даже в школе до 6 класса они много не учат, они больше играются, больше занимаются как бы общением друг с другом, игры с друг с другом, как бы им как бы дают по принципу дети должны быть детьми до 6 класса. В 6 классе начинается уже чуть более серьезная учеба, а потом в конце школы их просто рвут. Вот так вот. Все, что они вот не учили, мы учили в 1 классе таблицу умножения, они ничего не учат. Они до 6 класса у них это так, игрушки-шмигрушки и так далее. Вот. Но у меня ощущение, что вот сейчас он хочет вести более строгое обучение будет, и он сейчас, во-первых, садики подводит не под провинциальное, а под федеральное ведомство. И я не удивлюсь, если в какой-то момент он захочет подвести под федеральное ведомство школы тоже. Он просто скажет, что он хочет, чтобы школы во всех провинциях были на одном уровне. Вот. И потихоньку, опять же, как я смотрю на это, очень может быть, что он попробует дестабилизировать провинциальное правительство, подогнать под себя как можно больше полномочий, начиная с садиков, школы и так далее, и идти дальше и быстрее к своей диктатуре. Что произойдет с этим, я не знаю. Опять же, этот ролик был чисто о садиках, просто рассказывать, что происходит, и чтобы вы не удивились, что в один прекрасный момент вы узнаете, что в Канаде публичные садики, и все национализировано, и нету больше частных садиков. Ну, может быть, есть для очень богатых людей, которые будут готовы платить большие деньги, вот, и то, я не уверен, что он даст такую возможность, потому что в Канаде, например, в плане медицины, вот у вас социальная медицина, и у вас запрещено иметь частную практику. У вас нету тут частных врачей, вот частный гинеколог, например. Во многих демократических странах, даже где бесплатная медицина как таковая, вот в Израиле, например, есть бесплатная медицина, есть клиники частные. И если вы хотите заплатить больше денег и пойти без очереди, или что такое, вы можете. В Канаде нельзя. В Канаде запрещена, в принципе, частная медицина. Вот. И я думаю, что с садиками будет то же самое. В Канаде будут запрещены частные садики, и все будут учиться, все будут ходить в форме в какой-то степени и будут учиться в одинаковых садиках. Ну, коммунизм. Как бы все становится довольно-таки ясно и понятно. Вот к этому Трудо ведет нас всех, и это был еще один шаг по дороге к коммунизму,
которую он начал еще полгода назад. Не сейчас, там, конвой, то все. Иногда мне кажется, что он как раз умнее, чем кажется, что он, может быть, все это продумал заранее на 5 лет вперед, вот как пятилетку делают. Вот, и он как бы это все продумал, и вот к этому нас очень аккуратненько, красивенько так подводит, слегка подталкивая. Ну, не буду затягивать, это, в принципе, то, что я хотел сказать про садики, как бы. Опять же, вот говорил про садики, поднялась эта идея рассказать про медицину Канады и почему она не станет лучше. Вот, и попробую записать в ближайшее время ролик, тоже поднять его. Спасибо за внимание.